Привет! Так как прошлое видео с рецептами из капусты вам очень понравилось, ссылку на него оставлю в описании, то и сегодня хочу поделиться с вами еще блюдами из капусты, а точнее несколькими вариантами приготовления голубцов. Покажу разные способы их формирования, и начинки тоже будут разными. Но начну я с подготовки капусты для голубцов. Острым ножом аккуратно вырезаю кучерышку и качан капусты кладу в кастрюлю с кипящей водой. Огонь делаю не сильный, варится она при слабом кипении. И как только верхний лист можно легко отделить, аккуратно его снимаю. Итак, делаю начинку для первых голубцов. Сырой картофель натираю на мелкой терке. Сразу же на этой терке измельчаю чеснок. Добавляю уже готовую отваренную гречку. В небольшом количестве растительного масла пассерую мелко нарезанный лук. Как только он станет чуть мягче, добавляю к нему натертую на мелкой терке морковь. И готовлю еще 2-3 минуты. Пассерованные овощи также пойдут в начинку. Добавляю соль, совсем немного листиков зеленого тимьяна, если его нет, можно взять сушеный, и еще прям несколько листиков фиолетового базилика. Сваренную до полуготовности капусту, вернее один лист, раскладываю на доске и вырезаю самую плотную и жесткую часть листа. Дальше все достаточно просто. На более длинную часть капустного листа выкладываю начинку и аккуратно сворачиваю в трубочку. Трубочка получается не совсем ровная, с одного края она чуть толще, с другого тоньше. Теперь с той части, где она чуточку толще, аккуратно сворачиваю голубец в форме улитки. Таким же образом формирую все голубцы и выкладываю в глубокую посуду, в которой буду голубцы готовить. Это может быть сковорода, сотейник или кастрюля. Для соуса я взяла уже готовые протертые томаты, добавила к ним немного соли и воды. Заливаю томатным соусом голубцы, сковородку накрываю крышкой и ставлю на несильный огонь. При слабом кипении готовлю примерно 50 минут. Потом еще на полчаса отставляю их настояться под крышкой без огня. А еще за 10 минут до окончания приготовления я кладу лавровый лист и потом его обязательно убираю, чтобы не было чрезмерного привкуса лаврушки. Вот такие красавчики голубцы получаются. И они не только красивые, но и очень вкусные. Внутри мягкая, нежная и ароматная начинка и много-много томатного соуса. Для следующей начинки я взяла фарш из куриной грудки и фарш из куриного бедра. Рис сорта жасмин сварила до полуготовности. Выкладываю к куриному фаршу и добавляю соль. Очень мелко нарезаю зеленый лук, немного зелени петрушки и буквально пару листиков свежей мяты. Измельченную зелень также перекладываю к куриному фаршу и фарш хорошо вымешиваю. Для голубцов, которые сейчас буду готовить, лучше всего подойдут не очень крупные капустные листья. Ножом аккуратно срезаю плотную жесткую часть капустного листа. Листик как бы выравниваю. Капустный лист раскладываю на доске и в середину выкладываю шарик подготовленной начинки. Теперь свободные края капустного листа собираю вверх, формируя как бы мешочек. Сверху их немножечко сжимаю и надавливаю. Фарш внутри распределяется равномерно. Но все же, чтобы зафиксировать форму голубца, сверху капустный лист обвязываю пером зеленого лука. А готовить эти голубцы буду на пару, выкладываю их в лоток мультиварки. Время приготовления голубцов на пару 20 минут. Кстати, если у вас нет мультиварки или пароварки, то на пару можно приготовить в мотоварке или даже в дуршлаге. Вот, например, кадры из одного из моих прошлых видео, где я при помощи дуршлага готовила куриную грудку на пару. Ссылка на видео в описании. При таком способе формирования голубцы выглядят очень эффектно. Начинка внутри очень нежная, а легкий мятный аромат значительно обогащает вкус. Еще мне очень нравится к этим голубцам добавить совсем немного соевого соуса. Теперь приготовлю наиболее классический вариант начинки для голубцов, для которой в равных частях беру говяжий фарш и фарш из бедра индейки. К фаршу добавляю очень мелко нарезанный репчатый лук и хорошо промытый рис. Рис всегда кладу сырой. Ну и по вкусу добавляю соль и черный молотый перец. Голубцы с этой начинкой буду делать совсем не крупными и треугольной формы. Для этого капустный лист режу на 4 части, полностью удалив жесткую часть листа. На край четвертинки капустного листа кладу кусочек фарша и капусту заворачиваю в форме кулечка. Теперь верхний свободный край капусты заправляю вовнутрь. Готовить эти голубцы буду традиционным способом. На дно капусты выкладываю самые небольшие некондиционные кусочки капусты.
Кладу завернутые голубцы. Очень плотно друг к другу их укладывать не стоит, потому что во время варки им нужно место, чтобы набухнуть и приготовиться. Делаю заливку. В воду добавляю соль и томатную пасту. Хорошо перемешиваю и заливаю голубцы. Даже если заливка полностью голубцы не покрывает, это совсем не страшно. Во время приготовления капуста даст сок, да и голубцы достаточно усядутся. На медленном огне готовлю голубцы примерно 50-60 минут. И очень желательно дать хотя бы 30 минут голубцам настояться просто под крышкой без огня. Ну что сказать, для меня это самый классический вкус голубцов. Они всегда получаются вкусными и очень сытными. Внутри сочная начинка. И очень вкусная даже сама капуста, ведь она впитала в себя ароматы томатов, мяса и риса. А дальше приготовлю голубцы с рыбной начинкой. Очень мелко нарезаю рыбное филе. Филе можно брать любое. У меня сегодня филе минтая. К рыбной массе добавляю соль по вкусу, немного сушеного майорана и белый молотый перец. Яйца я заранее сварила вкрутую и полностью остудила. Осталось их просто мелко порезать. Перемешиваю рыбу с яйцами, начинка готова. У капустного листа срезаю жесткую часть. На край листа выкладываю начинку. Аккуратно делаю один заворот листа, теперь подворачиваю с краев. Расправляю капустный лист и сворачиваю полностью плотный голубец. Голубцы с рыбной начинкой сегодня у меня будут традиционной прямоугольной формы. Выкладываю их в форму для запекания. Для заливки к сметане добавляю соль и разбавляю водой. Заливаю голубцы сметанным соусом, буду запекать в духовке при 180 градусах примерно 50 минут. Во время запекания можно 1-2 раза голубцы перевернуть, чтобы капуста сверху не подсохла. При подаче голубцы можно немного полить соусом, в котором они тушились, и посыпать зеленью укропа. Вкусно необыкновенно, причем как в теплом, так и в холодном виде. Капуста совсем чуточку похрустывает, а внутри сочная, ароматная, нежная начинка. Если любите рыбу, обязательно попробуйте приготовить такие голубцы. Ну а дальше начинка с большим количеством грибов. Шампиньоны очень мелко шинкую. И начинаю пассеровать их с добавлением небольшого количества растительного масла. Почти сразу же к грибам выкладываю мелко нарезанный репчатый лук. Грибы с луком готовлю до золотистого цвета, но не зажариваю их. По вкусу добавляю соль и черный молотый перец. Бурый рис я заранее сварила до полуготовности, теперь добавляю его к грибной начинке. У капустного листа полностью вырезаю жесткую часть и капустный лист делю на 4 части. На более длинную часть листика выкладываю начинку и просто сворачиваю в тонкую трубочку. Дно сотейника или кастрюли, в которой буду готовить, выкладываю листьями капусты, а уже поверх них выкладываю мини-голубцы. У меня получилось 2 слоя. Тушить их буду просто с добавлением небольшого количества подсоленной воды. Огонь делаю минимальный и под крышкой готовлю 20 минут. Чудесные и ароматные голубцы-трубочки, кстати, прекрасно подойдут для праздничного стола, ну а подавать их лучше всего с добавлением сметаны или натурального йогурта. Внимание! Небольшой анонс. В ролике с блюдами из фарша вы набрали 10 тысяч лайков. И я, как и обещала, в эту субботу выпущу вторую часть с рецептами из фарша. Будет очень оригинально и вкусно. Не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.